Привет, друзья! Меня зовут Дмитрий, и вы на канале Дмитриев сад. Сегодня вы узнаете, как вырастить яблоню из покупных яблок. Я пошел в магазин и купил килограмм яблочек. Посмотрите, какие красивенькие, желтенькие, с красным бочком, прямо вот как на картинке. И из этих яблок можно вырастить яблоню. Есть, конечно же, небольшие правила. Яблоки нужно покупать те, которые выращены в вашем регионе. Допустим, я купил яблоки, которые выращены у нас в Беларуси. Если вы живете, допустим, где-то в средней полосе России, у вас могут продаваться яблоки из разных регионов. Старайтесь покупать яблоки, которые максимально близко выращены к вашей местности. Не берите яблоки, выращенные в южных регионах. Сеянцы из таких яблок, из семян вот этих яблок будут менее морозостойкими. Вот. Лучше местные яблоки. Что мы делаем с этими яблоками? Яблоко мы разрезаем и достаем семена. Семена насыпаем на салфеточку, просушиваем, а затем нужно их замочить в воде. Для чего семена замачиваются в воде? Чтобы снять, значит, вещества, блокирующие прорастание яблок. Есть такие вещества на семенах. Значит, замачиваем в стакане с водой на 3 дня. Значит, и каждый день, лучше даже 2 раза в день, вот эту воду менять, чистую воду подливать. И в итоге вот эти вещества смываются. Есть еще одна небольшая хитрость. Можно менять воду вот такую 2 дня, а на 3-й день применять сенную палочку. Что дает сенная палочка? Допустим, можете взять уже готовый вариант, там, сенная палочка Profit. Если нет такой, можно какие-то препараты, другие, на основе сенной палочки. Берем стакан воды, вот такую чайную ложечку добавляем и замачиваем вот на 3-й день вот эти семена. Сенная палочка, она в оболочку семян внедряется, внутрь семян, и она ускоряет их прорастание. Еще проходит такая как дезинфекция, потому что семена могут иногда плесенью покрываться, да, а сенная палочка еще и обеззараживает их. Вот. Все, подготовили семена, и вот эти семена мы их не высеваем сразу, потому что семена яблони нуждаются в стратификации, в обработке холодом. Такие семена, уже промытые, замоченные, засыпаем в баночку и насыпаем в эту баночку еще песка. Любой песок, который у вас есть. Семена с песком смешиваем с влажным. Влажный песок должен не болотистый, мокрый, не сухой, а именно вот такой, влажный. Значит, закрываем баночку и ставим в холодильник. Примерно через месяц, бывает даже быстрее, наклевываются уже корешочки такие появляются. Нужно осматривать периодически. Как только вот эти корешки появились, берем семена и рассаживаем по отдельным емкостям, по стаканчикам. И у вас к весне уже вырастут вот такие небольшие сеянцы яблони. Значит, эти сеянцы высаживаем на огород, на доращивание, и через год у нас формируется полноценный сеянец, который можно прививать черенком любого сорта яблони. Какой хотите сорт, хотите там штрифель, белоналиф и так далее, можете прививать. Иногда случается так, что вот эти сеянцы сохраняют ценные свойства, какие-то либо сортовые свойства родительские. Как понять, что вот эти сеянцы их сохранили, и их можно не прививать? Если вы увидели, что вот этот сеянец, он очень такой мощный, крупные листья большие, опушенные листья, побеги опушенные, нету на побегах никаких колючек, этот сеянец будет давать в 90% случаев хорошие вкусные плоды. Но если на сеянце вы заметили шипы, мелкие листики, нет опушения, то 99% гарантия, что этот сеянец получится, дикие. Будут мелкие какие-то кислые, горькие яблочки, и вот этот сеянец нужно прививать. Значит, если брать вот эти семена для выращивания сеянцев из покупных плодов, вероятность, что у вас получатся сеянцы с хорошими свойствами, какими-то свойствами плодов, очень высок, потому что большие промышленные сады, там нет нигде рядом дикорастущих каких-то яблонь. Все-таки,
Насекомые, опылители, пчелы переносят пыльцу с сортовых яблонь на сортовые. Там как бы, ну, вероятность, что вырастут сеянцы такие хорошие, не нуждающиеся в прививке, более высокие, чем если брать плоды где-то в частных садах, где рядом растут дикорастущие, либо какие-то не очень с хорошими сортовыми свойствами яблони. Вот. Поэтому без проблем можете вот так вот вырастить. Зачастую вот эти сеянцы для прививки, и даже я рекомендую их выращивать из плодов антоновки, либо других сортов, каких-то стойких таких. Почему? Потому что сеянцы вырастают очень зимостойкими. Но на самом деле можно сеянцы выращивать и из различных других плодов. То есть, да, из покупных в том числе. Получается... Ну, такие эксперименты, как бы. Если у вас есть желание вот такие эксперименты проводить, без проблем. Покупайте вот такие яблоки в магазине и выращивайте рассаду. Кстати, можно выращивать не только в домашних условиях вот эти сеянцы, можно и просто в огороде. Но для этого нужно сеять семена на зиму. Под зиму, то есть вот в те же сроки, что чеснок, делаете рядки для посева, высеваете семена проходят естественную стратификацию, и весной получаются всходы. Вот, вырастают сеянцы в открытом грунте. Если у вас, допустим, места сейчас нет на подоконнике для выращивания вот этих сеянцев из яблок, а вы их очень хотите вырастить, значит, можно еще проще сделать. Тогда достаньте семена, просушите и пока что не спешите со стратификацией. В марте отправьте в холодильник с песком вот эти семена на стратификацию, и как раз пока они там проклюнутся, уже почва оттает, и вы в открытый грунт их посеете. И опять же появятся молодые всходы, и вырастите сеянцы, которые затем будете прививать. А в отдельных случаях могут вырастить сеянцы, как я и говорил, с сортовыми свойствами, и их прививать не придется. Ну, вот такой простой способ. На этом все. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч.